Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня я хочу показать вам еще один вариант рамы из картона. Ссылку на предыдущую раму я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Подобную раму я уже показывала, но там немного по-другому сделан борт. Эта рама более усовершенствована. Данная рама отличается от предыдущей тем, что по краю работы приклеивать кружево уже нет необходимости. Для работы нам понадобятся следующие материалы: гофрокартон, линейка, нож по гипсокартону или макетный нож, термопистолет, ножницы, карандаш, ткань для внутренней части, кисточка, спонж, а также немного ткани для фиксации подвесов, акриловые краски, акриловый лак, бумага, шпагат, клей ПВА, а также обои или декоративная бумага. Приступаем к работе. Основу вырезаем из гофрокартона, также можно использовать МДФ. У меня это размер 23 на 29 сантиметров, ширина рамы будет 4 сантиметра. Вы можете выбирать любой необходимый вам размер. Далее при помощи острого ножа и линейки вырезаем полосы шириной 4 сантиметра. Высота рамы может быть какой угодно. Я хочу сделать раму в 2 слоя, так как гофрокартон у меня двойной. Первый ряд приклеивается лишь слегка. Второй и последующие ряды приклеиваются уже основательно. На основу можно приклеивать как ткань, так и декоративную бумагу. Например, вот такую. Это бумага для скрапбукинга. Я расскажу, как приклеивать именно ткань. Здесь я нарисовала, где у меня будет находиться рама. Рама равняется 4 сантиметрам. Ткань обязательно должна будет заходить под раму приблизительно на сантиметр. Соответственно, если у нас внутренняя часть равняется 15 на 21, то ткань будет 16 на 22. До приклеивания ткани необходимо сделать подвес. Если у вас композиция будет по центру, то подвес можно делать и посередине. Но так как у меня композиция будет смещена, то концы подвеса я прячу под раму. Ткань я клею полимерным клеем. Сначала наношу его густо,
а затем растираю его равномерно тонким слоем по основе. Если где-то много клея, он пропитается через ткань и его будет видно. Не забывайте, что с полимерным клеем необходимо работать при открытых окнах, так как пары клея токсичны. Далее используем обычную офисную бумагу, можно применять газеты, это уже на ваше усмотрение. Здесь применяем небольшую хитрость. Оклеиваем полностью, внутреннюю часть заходим под низ, а эту часть пока что не заклеиваем. Мы ее будем заклеивать уже после приклеивания на основу. Бумагу клеим внахлёст при помощи клея ПВА. Внешнюю часть рамы полностью пока что мы не оклеиваем, а внутреннюю необходимо оклеить полностью. После высыхания клея приклеиваем раму на основу. Далее бумагой необходимо оклеить края и борт рамы. Бумагу приклеиваем, заступая на обратную сторону примерно на сантиметр. После высыхания клея раму можно окрасить. Ткань обязательно необходимо защитить бумажным скотчем, чтобы не испачкать при окрашивании.
Далее я буду наносить бронзовый металлик. До окрашивания раму также можно дополнительно украсить, например, вензелями. Это вензеля, сделанные из термоклея. Как из термоклея сделать такие вензеля, я оставлю ссылочку в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Тут уже можно фантазировать. В данной работе у меня немного другая задумка, поэтому я буду приклеивать вот такие шпагатные кольца. Бронзовую краску я советую наносить до оклеивания обратной стороны, чтобы не испачкать. И в завершение покрываем раму акриловым лаком. У меня обычный строительный полуглянцевый лак. Рама готова. Продолжение работы на основе этой рамы смотрите в следующем видео. Если вам нравится видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всех моих подписчиков и зрителей благодарю за то, что вы у меня есть. Благодарю за поддержку, за лайки, за комментарии. Буду стараться и дальше радовать вас новыми интересными идеями. Всем вам желаю волшебного творческого вдохновения, мира, любви, процветания и благополучия. До новых встреч!